Всем привет! Сегодня для вас подготовила меню на день. И на завтрак я приготовила творожную запеканку. Вкусную, нежную и простую. Нам понадобится 90 грамм манки, заливаем 180 граммами молока и оставляем в сторонку на 15-20 минут, чтобы манка набухала. Далее нам понадобится 1 килограмм творога, добавляем 2 яйца, сахар 2-4 столовые ложки, ванилин по вкусу и не забываем щепотку соли. Все хорошо перемешаем. По желанию можно пробить блендером до однородной массы. Выливаем к творогу замоченную манку и еще раз все хорошо перемешиваем. Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выливаем творожную запеканку. Равномерно распределяем и отправляем запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут. Наша запеканочка готова. Отличный завтрак для всей семьи. Мы очень любим творожные запеканки. Пробуем разные рецепты. Эта запеканочка получилась супер нежной и очень вкусной. Поливаем сметаной, шоколадом, вареньем, медом. Тем, что вы любите. Или кушаем просто так с чаем. Очень вкусно, как настоящий десерт. Старший ребенок у меня очень любит шоколадом или вареньем, а младший неизменно ест все со сметаной. Он настоящий фанат сметаны. На обед я приготовила грибной суп-пюре. Простой, очень вкусный, сытный супчик. Нам понадобится картофель 350-400 грамм. Мелко нарезаем кубиками. Измельчаем кубиками морковь 1 штуку. Шампиньоны 400 грамм. Я нарезала их брусочками. Измельчаем 1 луковицу и 2 зубчика чеснока. В сковородку отправляем лук и чеснок. Обжариваем пару минут. Когда лук с чесноком стали мягкими, добавляем грибы. И тушим еще минут 10-15. Не забываем немного посолить. Грибы у нас немного подрумянились. Можно добавлять картофель и морковь. Обжарим все вместе 2-3 минутки. Добавляем 2 столовые ложки сметаны или сливки. Я добавила бульон. Если нет бульона, добавляем воду 350-400 мл. Если любите более жидкие супы, то жидкости можно добавить немного больше. Помните, что суп после того, как мы его сделаем пюре, станет более густым. Суп солим, добавляем специи, у меня паприка и черный перец. Перемешиваем и варим до готовности картофеля и моркови. В это время делаем сухарики. Белый хлеб или батон. Я убираю корочку, дорезаем на кубики. Выкладываем на противень, который мы застелили пергаментом. Немного посолим, добавим специи, у меня паприка. Перемешаем и ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 15-20 минут. Готовый суп нам осталось превратить в пюре. Делаю это с помощью погружного блендера. Но думаю, даже не в виде пюре, супчик будет просто замечательный. Очень вкусный и ароматный. Шампиньоны можно заменить на любые другие грибы. Добавляем зелень и суп готов. Можно наливать и звать всех к столу. Сверху посыпаем сухариками. Красота! Очень вкусно! Я не часто готовлю супы-пюре, но этот просто замечательный. Буду пробовать и другие варианты. На десерт мы приготовим шарлотку с мандаринами. Очень простой и вкусный пирог. Нам понадобится 5-6 мандаринов. Снимаем цедру. Цедру достаточно снять с 4 мандаринов. Аккуратно не задеваем белый слой. Мандарины
разделяем, выбираем мандарины без косточек, убираем белые прожилки и нарезаем довольно мелко. Готовим тесто. Нам понадобится 5 яиц, щепотка соли, взбиваем все миксером. Примерно минутки 2, когда появилась пена, начинаем вводить сахар. 150 грамм. Сахар вводим частями и взбиваем все 5-7 минут. Масло должно хорошо увеличиться в объеме, посветлеть. За счет взбивания наш пирог хорошо поднимется. Добавляем 180 грамм муки и пол чайной ложки разрыхлителя, корица, также пол чайной ложки. Замешиваем тесто аккуратно лопаткой снизу вверх. Долго не мешаем, просто соединяем все ингредиенты. Тесто не должно осесть. В конце добавляем 40 грамм сметаны, цедру и мандарины. Еще раз аккуратно все перемешаем. Пирог с мандаринами зимой – то, что нужно. Форма у меня 38 на 26. Смазываем маслом и выливаем тесто. Равномерно распределяем и ставим запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут. Наш красивый и ароматный пирог готов. Посыпаем сахарной пудрой и можно нарезать. Пирог очень воздушный получился, вкусный. Слопали все его с удовольствием. Мандарины очень нам понравились в пироге. Можно заменить на апельсины. Очень рекомендую. Десерт то, что надо. Быстро и просто. А на ужин мы приготовим рисовую запеканку с фаршем. Нам понадобится вода 550 грамм, солим, доводим до кипения и выливаем промытого риса 300 грамм, у меня пропаренный. Варим 25-30 минут, не перемешиваем. Далее измельчаем одну луковицу, отправляем на разогретую сковородку, обжариваем пару минут. Лук стал мягкий, можно добавлять фарш. Фарша мне понадобилось 600 грамм. Жарим до готовности. В процессе посолим и добавим любимые специи. Натираем на крупной терке одну морковь и добавляем к фаршу. Перемешаем и тушим минут 5-7. В конце добавим томатную пасту 1-2 столовые ложки и немного воды. Тушим фарш до испарения влаги. И начинка готова. Рис тоже у нас готов. Делаем заливку. Понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки майонеза, соль и специи по вкусу. Перемешаем и заливка готова. Смешиваем рис с заливкой. Перемешиваем. И собираем запеканку. Форма для запекания у меня 22 сантиметра. Выкладываем на дно формы половину риса. Делаем основу. На основу выкладываем фарш. Фарш от риса немного отходит, поэтому по желанию вы можете просыпать сыром, чтобы сыр расплавился и соединил нашу запеканку вместе. Но я обошлась без сыра, меня и так все устраивает. Сверху выкладываем оставшийся рис и равномерно распределяем. Также сыром сверху я не посыпала. Ставим запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут. Запеканка готова, можно звать всех к столу. Получилось очень вкусно. Мне понравилось. Подаю я просто с овощным салатом. Сделала из того, что было дома.
Запеканка распадается, но для меня это не проблема. Запеканку такую приготовлю точно еще не раз. А если вам понравились рецепты, то не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, какие рецепты вы хотели бы видеть в следующий раз.